Всем привет! Вот имею такой домкратик от автомобиля BMW, рассчитанный на 800 килограмм. И вот у меня пришла одна идейка сделать с него полезную вещь. Но возникла маленькая проблема. Оказалось, что у этого домкрата, вот этого места до низа, всего лишь длина 42 сантиметра. То если мне приварить сюда и сюда пластиночки, так как я планирую, то останется примерно рабочая длина всего лишь 35 сантиметров. А это маловато. Поэтому я решил данного домкрата снять вот эту лапку, ножку и вот эту лапку перевернуть вверх ногами. И таким принципом получается, что я удлиню примерно на сантиметров 10-15 рабочее место. И это уже будет супер. Вот такая упорная лапка. А вот сама часть металлическая, на которой есть резьба. Вот имею такой кусочек хорошего металла, которого толщина 10 миллиметров. И сейчас я вырежу мне нужные детальки. Ну вот как-то так обварил по кругу. Теперь приварю пластинки вот здесь, укреплю немножко, укорочу немножко пластинки вот эти. Ну что, делаем дальше. Вот одну вилочку сделал, обварил, немножко обшлифовал. Сейчас поставлю на место и буду делать вторую вилку. И вот нижнюю вилочку приварил. Теперь немножко усилим нижнюю вилку. И как бы будет все. Готово приспособление. Ну что, усиливаем. Обварил, усилил. Еще сделаю крепление такое, чтобы можно было бы данное приспособление крепить к тискам. Вот и все, готовое приспособление. Вот как раз у меня есть на ремонте вот такой автомобиль. Вот что произошло на данном автомобиле. Как видите, лопнула спружина. Вот. А сама спружина, упершись уже в кузов, в стакан. А вот и кусок отломанной спружины. Сейчас я сниму данный амортизатор
вместе со спружиной и как раз протестируем данный инструмент. Снял я с автомобиля амортизатор вместе со спружиной. Как видим, спружина лопнула и надо заменить ее на новую. Вот у меня уже есть новая спружинка. Сейчас мы заменим. Вот и все, спружинку мы сжали. Сейчас снимем опорный подшипник. Как видим, данное приспособление работает. Пружинку заменили, ставим на автомобиль. Как видим, данное приспособление прекрасно работает. Можно стягивать, сжимать любые спружины. Значит, немножко расскажу размеры. Высота рабочего места 40 сантиметров. Верхняя вилка, ширина 22 и длина тоже 22 сантиметра. Нижняя ширина 22 сантиметра, длина 25 сантиметров. Ширина прорези посередине 8 сантиметров, а длина 12. Вот и все приспособление. Единственное, что надо здесь еще было бы сделать, поставить вот так по углам 4 тросика. Так как стягиваешь спружину, сжимаешь, это уже большое усилие. И вдруг верхняя вилка не выдержит, оторвется, то тросики не дадут вилке улететь прямо вам в лицо. Так вот, эти тросики и нужны для безопасности. Я их обязательно поставлю, только чуть-чуть позже, так как я теперь не имею. Конечно, к такому приспособлению необходимо иметь еще хотя бы вот такие самодельные стяжки. Они тоже нужны. Не всегда таким приспособлением снимешь спружину. Такие стяжки сделать очень легко и просто. Этим стяжкам уже 10 лет. Работают прекрасно. Конечно, можно приделать ножку и пользоваться просто на земле. Но я буду пользоваться по-другому. Зажму в тиски и просто вот так буду стягивать спружины без ножки. Это кому уже как удобно и как кому нравится. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.